Сегодня продолжим разбираться с артиллерией прошлого. Для того, чтобы было проще в этом вопросе разбираться, те устройства, которые мы обычно называем пушками, предлагаю разделить на категории. Первая большая категория – пушки здорового человека. Это самые первые пушки, которые представлены в Музее артиллерии Санкт-Петербурга. Все они стальные и имеют прицельные приспособления. Одна из них имеет казенное заряжание. Датировка 15 век, то есть 1400-1500 годы. Это время до Ивана Грозного. Все пушки здорового человека стальные, имеют нарезной ствол. Части заряжались с казны, они оборудованы клиновым затвором. Часть ввинчивающимся в казенной части вингардом, а другая часть заряжалась с дульной части, причем эти пушки делали серийно в 1747 году. Вторая большая категория – пушки курильщика, которые в свою очередь подразделяются на: первая подкатегория – украшенные бронзовые пушки калибром до 220 мм. Они имеют большое удлинение ствола, равное 7 калибров и более. Как правило, не имеют прицельных приспособлений. Казенная часть ствола имеет заметное утолщение по сравнению с толщиной дульной части. У этих пушек огромный вес – от 1 тонны до 50 тонн. Изготавливались они путем отливки, на стволе зачастую изготавливали дельфинчики, позже ручки, а в казенной части этих пушек изготавливалась ручка с утолщением. Иногда этот элемент называют шишак. Предназначение этого утолщения неясно, повернуть или поднять пушку за эту ручку невозможно ввиду ее огромного веса. Эта ручка не давала покоя конструкторам пушек XVIII-XIX века. И позже в этой ручке стали проделывать отверстия для продевания каната, для удерживания пушки после выстрела. А в XIX веке в этом утолщении просверливалось отверстие, нарезалась резьба и ввинчивался регулировочный винт, с помощью которого осуществлялась наводка пушки по вертикали. Но это уже были совсем другие пушки. Вторая подкатегория – пушки калибром свыше 220 мм. Они бывают бронзовые и стальные. Они имеют удлинение ствола до 7 калибров. Не имеют прицельных приспособлений. Они имеют одинаковую толщину стенки по всей длине. Часто рядом с ними в замках, музеях и фортах устанавливают каменные ядра. От пушек первой и второй категории не сохранилось оригинальных лафетов. Никто не знает, как они выглядели. Все лафеты бутафорские и сделаны в середине XIX века. Третья подкатегория – экспериментальные пушки, в том числе многоствольные, со стволом прямоугольного, квадратного, овального сечения, изогнутые пушки, дискометы и тому подобное. Их нужно разбирать в отдельном видео. Самые понятные в той подборке – это пушки здорового человека. Единственное, что они опередили – официальное развитие на 200-300 лет. О них тоже будет отдельное видео. В этом видео попробуем разобраться с пушками курильщика, подкатегория 1 и 2. Начнем с первой подкатегории. Многочисленные статьи рассказывают нам о том, что из-за большого веса и отдачи у таких пушек не было лафетов. Для больших и тяжелых пушек копали яму. В эту яму укладывалась пушка казенной частью вниз. В дуло засыпали порох, закладывали ядро и выстреливали куда-то в сторону противника. Такой способ позволял стрелять только в одном направлении, изменяя дальность стрельбы с помощью увеличения или уменьшения объема пороха. Если же противник уходил в стороны, то для разворота пушки требовалось достаточно большое время. Использование подобных пушек делало невозможным быстро реагировать на изменение направления удара или замену тактики противником. Логично в таком случае вместо одной огромной пушки сделать несколько поменьше и полегче, на лафетах, которые можно оперативно разворачивать, откатывать в тыл и так далее. Вот на что я обратил внимание. Практически все пушки без прицельных устройств содержат, по крайней мере, в казенной части стальной каркас. Довольно долго бронза скрывала сталь, но постепенно железо стало ржаветь и наружу вылезли ржавые подтеки. К ним отлично прилипает магнит. Я заметил, что в казенной части обычно 3 прута квадратного или прямоугольного сечения, а в большой пушке инрок 4 прута.
На некоторых пушках, помимо следов железа в тыльной части, можно увидеть следы ржавчины на расстоянии примерно 50-70 см от казенной части. То есть при отливке пушек предварительно закладывался стальной каркас. Для каких целей, пока непонятно. В некоторых пушках видно, что металла гораздо больше, практически вся казенная часть стальная. Видны подтеки ржавчины вокруг тыльной части. В этой пушке ржавчина предательски лезет и из запального отверстия. Сколько стали внутри бронзовой пушки, точно неизвестно. На просторах интернета я не нашел информацию об этом. Книг и статей написано много, но что в пушках стальной каркас, я информацию не находил. Если вы где-то встречали, напишите в комментах, кто об этом рассказывал. По идее, пушку надо отправить на рентген, чтобы разобраться, как проходят стальные пруты и сколько их. Кстати, по-хорошему, когда наружу вылезла ржавчина, надо пушки отправлять на завод и как-то залечивать эти раны, а то сталь будет ржаветь дальше, до тех пор, пока не появятся сквозные отверстия. Потом туда зальется вода, она будет замерзать, рвать бронзу, думаю, понятно. Конечно, можно сказать, что стальной каркас нужен был для прочности конструкции. Возможно, так и было, но почему, об этом мы ничего не знаем. Кроме того, на некоторых пушках сталь была и в самом стволе. А вот для чего? Зачем так усложнять конструкцию? Также я обратил внимание, что дула всех пушек в музее закрыты. Может быть, если заглянуть, увидишь сталь? Поэтому и закрыли? Маленький магнит сувенира не нашел стали внутри пушек. По крайней мере, в той части, куда есть доступ. В общем, нужен мощный магнит или найти старую пушку с открытым дулом. Есть идея просканировать пушку 3D-сканером, вычислить ее объем, вычесть канал ствола, который указан на табличке, и через вес пушки выйти на плотность и вычислить, сколько бронзы в пушке, а сколько стали. Только надо делать это быстрее, пока пушки не убрали. Теперь давайте рассмотрим пушки курильщика под категория 2. Давайте рассмотрим старинные большие пушки и поудивляемся, с какой легкостью древние артиллеристы управлялись такими махинами. Например, вот такая бомбарда. Или такая бомбарда. Какой хочешь калибр, каких хочешь размеров. Вот, например, калибр на этой полметра, наверное. По каким целям собирались стрелять, непонятно. Вот человек залез в дуло пушки. Называется это оружие «Безумная Грета». Вот в Индии, давайте посмотрим, несколько таких экземпляров. Это Малик Майдан. Стоит такая махина. Она тяжеленная, как танк. Как с ней управлялись, абсолютно непонятно. Сделать можно все, что угодно, а как работать с такой пушкой? Как-то надо ее заряжать, перевозить и разворачивать. И еще в Индии есть Раджа-пушка. Она сделана в 1645 году. 25 футов длина, вес 22 тонны. Я думаю, что она весит побольше. Внешний диаметр 37 дюймов, внутренний диаметр 25, калибр 625 мм. При этом, напомню, калибр 300 мм устанавливался на линкоры и предназначен был для поражения бронированных кораблей противника. Боеприпасы загружались специальным краном. А эти пушки против кого были? Или это не пушки? Кто-то по-любому напишет, что артиллерия огромного калибра была грозным оружием для крепостных стен. Закапывали пушку перед крепостью и стреляли в город. Мы можем увидеть старинный рисунок, на котором показано применение анатолийской бомбарды при штурме города, а также подобная суперпушка показана на вооружение поляков в мультфильме «Крепость». На самом деле анатолийская суперпушка не является огнестрельным оружием. Как мы помним, на таких пушках с огромным калибром единая толщина стенки, а должна быть усиленная казенная часть. Смотрим на фото. В нее зарядили каменное ядро, и, как мы видим, пушку разорвало. Из этого мы понимаем, что она не была предназначена для стрельбы ядрами. Обратите внимание вот на эти вот элементы. Как вы думаете, зачем они нужны для пушки? Подобные калибры были на германских пушках Дора, которые передвигались на железнодорожной платформе. Калибр был 808 мм. Вот современные пушки. Калибр всего 152 мм на шасси танка. Если в буксируемом варианте, то и тягач должен иметь мощный двигатель. Как раньше планировали пушки с таким калибром транспортировать, как устанавливать, как разворачивать, как заряжать боеприпас?
Вот современный калибр 203 мм, и мы видим, какая длина ствола, какая мощь, все просчитано. Отдача, мощность двигателя и так далее. Без дорог с твердым покрытием любое транспортное средство тех лет с тяжелой пушкой просто застрянет в земле. Это все равно, что трамваю ехать по полю. Во время Первой мировой войны, чтобы колеса не застревали в земле, делали вот такие колеса. Возникает резонный вопрос. А что же такое пушки? Для чего они были нужны? В поисках ответа я перелопатил интернет, и на одном сайте, ссылка будет в описании, я нашел интересную статью, где автор сравнивает паровой насос и пушку. Далее он пишет, что совершенно случайно рабочий цилиндр парового насоса оказывается точно такой же, как пушка. Совершенно случайно push по-английски толчок, нажим, давление, напор, удар, усилие, энергия, толкать. По-германски давление, нажим, напор, нажатие, нагнетание. По версии автора получается, что пушки калибра где-то 150-220 мм – это цилиндр от водяных либо паровых насосов. Что же такое пушки большого калибра, автор пишет. Если есть города, то должны быть кирпичные заводы, цементные и металлургические заводы. Так вот, на производстве цемента и в металлургии требуется измельчение породы. В металлургии есть еще и такой термин, как обогащение, то есть избавление от пустой породы и увеличение содержания металлов в шихте. Шихта – это то, что засыпают для плавки. Благо, есть читатели, которые обсуждают эту проблему и дают очень дельные мысли. Один из них в комментариях привел в пример современную цилиндрическую печь для обжига извести и сравнил ее с гигантскими пушками, которые никак не объяснимы, как артиллерийские орудия. Это современное устройство, горизонтальная печь для обжига, начала применяться при производстве Портланд-цементов. Теперь вполне понятно, зачем нужны эти непонятные штуки на пушках. Эти выступы являются частью зубчатой передачи. Они входили в зацепление с зубцами шестерни. А вот эти кольцевые выступы для того, чтобы шаровую мельницу вращать с помощью ременной передачи. Судя по объемам этих пушек, объемы производства были нешуточные. Как оказалось, что это еще не все. Не только пушки, но и ядра нашли свое место в производстве. Для измельчения породы применялись и ядра, каменные или чугунные, как и сейчас, впрочем. В такую пушку клали много ядер меньшего диаметра, чем калибр, делали небольшой уклон в казенной части и сыпали породу. Ствол крутился, порода измельчалась и сыпалась с другого конца из небольшого отверстия, которое позже восприняли как запальное отверстие. Подобных шаровых мельниц было много, больших для стройматериалов и маленьких, например, для золотой руды. Отличить их можно по кольцевым выступам на внешней части корпуса и по скобам, за которые шаровую мельницу поднимали для выгрузки пустой породы и загрузки новой. Вот эти полосы в индийской пушке, следы ремонта внутренней поверхности после износа. Вращение возможно с помощью обычной водяной мельницы или ветряной. Не сложнее, чем муку молоть, но на самом деле чуть посложнее, конечно же. Представляете, сколько цемента нужно было, чтобы построить какой-нибудь замок или Колизей? Это моя версия, а вашу правильную версию напишите в комментариях. Спасибо вам за просмотр, ставьте большой палец вверх, если вам понравилось видео. Если не понравилось, ставьте палец вниз, напишите, почему не понравилось. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До новых встреч, пока!